Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вкуснейший персиковый йогуртовый торт, который готовится совсем несложно. Крем к этому торту я уже делала в предыдущем видео, я ссылку оставлю в описании к данному видео. У него получается очень красивый разрез у этого торта. Нравится он как взрослым, так и детям. Крем здесь изумительный йогуртовый пломбир. Обязательно проходите по ссылке в описании и смотрите, как я его готовлю. В этом же видео я хочу подробно остановиться на том, как я готовлю влажные и очень вкусные йогуртовые коржи. Они превосходно подходят всегда к персиковым тортам. И эти коржи можно даже кушать самостоятельно, как отдельный десерт. Итак, для коржей мне понадобятся вот все продукты, во-первых, комнатной температуры. Здесь у меня 4 яйца я разделила на желтки и белки. Пакетик ванильного сахара, также 150 грамм растительного масла у меня подсолнечное без запаха, 40 грамм кукурузного крахмала, 220 грамм сахара, 60 миллилитров лимонного сока свежевыжатого, 20 грамм сахара здесь я смешала с цедрой одного лимона. И на полчаса я их оставила в таком перемешанном виде. Щепотку соли сразу отправляю в белки. Также у меня здесь 300 грамм пшеничной муки, 15 грамм разрыхлитель для теста, 150 грамм йогурта натурального 3,5% жирности и пакетик ванильного сахара. Также 1/3 сахара я отправляю в белки и сейчас взобью белки до такой пивной пены. И сейчас также в белки я отправлю весь кукурузный крахмал. Как только разойдется немножко сейчас сахар в белках, просто немножко, не до конца, потом он уже в процессе взбивания расходится очень хорошо. Белки очень хорошо стабилизируется крахмалом, когда мы взбиваем крахмал вместе с белками, и тем самым удерживается влага уже в готовой выпечке. Также изначально я застелила форму на 20 сантиметров, я ее уже сразу приготовила, и духовка у меня разогревается до 160 градусов Цельсия. Весь кукурузный крахмал я отправляю сразу в белки и повзбиваю минуты 2. Сильно здесь устойчивых белков мне не нужно. Я просто хочу здесь, чтобы мои коржи были как можно более такими пушистыми и в то же время влажными. И чем хороши эти коржи, их сразу можно использовать. Видите, вот такой вот подрагивающий пик у меня. Получается, этого достаточно. Также я взбиваю слегка, просто чтобы перемешать все желтки. Никогда заранее не добавляйте сахар в желтки. Сахар отправляю весь и сразу же его взбиваю с желтками. Также, немного повзбивав, я сейчас отправляю туда весь лимонный сахар, то есть те 20 грамм сахара, которые я заранее перемешала с лимонной цедрой. Сахар очень сильно берет в себя аромат лимона, и тем самым мы обеспечиваем натуральный такой очень нежный ароматизатор этим коржам. Лимон там практически не будет чувствоваться в этих коржах. Коржи будут со вкусом нежного йогурта. Теперь, когда я взбила все желтки уже до пышности, до хорошего побеления, я ввожу туда в 3 приема белки, вот такими складывающимися движениями. Делается это очень несложно и очень быстро. Масса у меня готова. Теперь я туда вливаю весь лимонный сок. Здесь у меня 60 грамм лимонного сока свежевыжатого. И также перемешиваю. Лимонный сок абсолютно не чувствуется в этих коржах. Будет вкус такого влажного с кислинкой, с йогуртовой, я бы сказала, кислинкой коржа. Также 150 миллилитров подсолнечного масла аккуратно перемешиваем. Также весь йогурт 150 грамм я туда добавляю. Йогурт у меня натуральный 3,5% жирности. Ничего в нем, никаких ароматизаторов, ничего в нем нет. И просто все это аккуратно перемешиваем. Видите, масса достаточно такая воздушная у меня. Разрыхлитель весь перемешиваю с мукой.
и просеиваю в несколько приемов в тесто и также складывающимися движениями аккуратно перемешиваю лопаткой. Это все можно сделать миксером, но тесто не будет таким воздушным тогда в коржах. Тоже проверено уже на собственном опыте. Все, тесто готово. Теперь переливаю все это тесто в заранее подготовленную форму. Режим вверх-вниз без конвекции. Корж у меня будет выпекаться ровно 1 час. 160 градусов. Прошло у меня 60 минут. Вот такой идеально ровный корж выпекся. 20 сантиметров в диаметре. Я его просто, когда он слегка буквально остыл, чтобы я могла дотрагиваться до формы, я его вырезаю тонким острым ножом и сразу же переворачиваю дном вверх на решетку. Корж абсолютно без горки здесь. Видите, вот такой вот сразу корж получается. Он еще горячий у меня. В горячем виде я его сразу нарезаю. Корж очень хорошо нарезается. Видите, он абсолютно не клеклый, он очень воздушный, благодаря тому, что я его перемешивала лопаткой. И разрезаю на 3 коржа. Мне же понадобится в торте только 2 коржа. Нижний корж я просто разломаю, чтобы вам показать. Даю им полностью сейчас остыть просто на решетке моим коржиком. И сразу же начинаю собирать с ними торт. Коржи, как я уже сказала, можно кушать просто вместо десерта к чаю. Коржи очень вкусные, очень ароматные получаются. Крем я готовила в предыдущем видео, йогуртовый пломбир крем. Он идеально подходит к этим коржам и к персику. Вот эти коржи вместе с этим кремом, они оттеняют вкус персика. Обычно мы готовим с йогуртовым кремом на желатине персик, но персик получается не таким как бы богатым во вкусе тогда. Вот с этим кремом и с этими коржами персик просто играет совершенно другим вкусом. Обязательно попробуйте приготовить. Очень нежный и очень вкусный торт. Для начинки я беру 3 целиковых персика, то есть 6 половинок. У меня консервированный персик, и укладываю, вот так они аккуратно укладываются в 20-сантиметровый корж. Внизу немножко я промазала кремом корж, коржи я не пропитываю. И также я покрываю кремом. И сейчас на пару часов в холодильник я уберу для стабилизации. Все это я убираю в холодильник. Я вместо ацетатной пленки использую канцелярские папки. Их можно очень хорошо помыть, продезинфицировать и опять использовать заново в другом торте. Убираю на пару часов в холодильник. Больше не нужно. Здесь крем стабилизируется очень быстро. Вот сейчас хочу вам на разломе показать корж. Специально оставила 3-й корж для этого. Видите, какой воздушный корж. Несмотря на то, что столько в нем йогурта, лимонного сока и подсолнечного масла. Видите, насколько он воздушный и очень ароматный. Сейчас я достала, уже у меня прошло 2 часа, я достала его из холодильника и хочу просто бока слегка посыпать кокосовой стружкой. Здесь же можно, очень хорошо сочетается также с этим тортом белый шоколад. Но мне захотелось именно слегка кокосового вкуса внести в этот торт. Вы же можете этого не делать, можете вообще оставить просто так. Вот я люблю просто кокос, и поэтому очень активно его везде использую. Сверху я сейчас из насадки М1 хочу сделать такие борозды. Как бы такие лепесточки у моего цветка, у персикового. И делаю примерно с расстоянием где-то в 1,5 сантиметра, чтобы между этими лепестками кремовыми мне уложить персиковые дольки. Здесь я каждую половинку персика разрезала на 4 дольки. И аккуратно укладываю между кремовыми вот этими бороздами. Очень быстрое украшение такое домашнего тортика получается. И из остатков крема я делаю просто тычинки у цветочка так называемого. И все, крем мой весь ушел, в принципе, на этот торт. Торт получается очень несложный, но очень эффектный и очень вкусный. Нравится как взрослым, так и детям. Сейчас хочу разрезать по традиции, показать вам, что внутри.
Нарезается очень хорошо, очень четкий разрез у торта, буквально после 2 часов уже в холодильнике. Коржи используются сразу. Если один корж у вас, допустим, остался, вы можете его заморозить, и до месяца он хранится в холодильнике, в морозилке. Посмотрите, какой у нас красивый разрез получается. И вкус нежнейший у торта. И очень-очень быстрый. И без сыра, без сливочного, здесь без сливок. Здесь все это можно приготовить из доступных продуктов. Проходите по ссылке в описании к данному видео, смотрите, как я готовлю этот вкуснейший крем-йогуртовый пломбир, и будете, я думаю, очень довольны. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.